Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Сегодня то, что от вас было скрыто, откроется вам. Мы раскрываем тайну с помощью гадания на картах Таро. Причем Таро долины миражей. В самом ближайшем будущем, в самое ближайшее время в вашей жизни раскрывается секрет, раскрывается некая тайна. Мы должны узнать, а что это за тайна, что это за секрет. Мы должны все срочно понять по поводу этой тайны, по поводу того, что было скрыто от вас. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент вашего просмотра, помните об этом. И первая карта будет показывать прошлое, истоки ситуации, истоки этого секрета, этой тайны. Выбирать позицию вы можете с помощью генератора случайных чисел, также с помощью вашей интуиции или с помощью понравившегося камушка. Подписывайтесь на канал, пока я перемешиваю колоду, ставьте колокольчик, а также ставьте лайк этому видео. А после просмотра пишите комментарий. Если вы захотите поддержать канал, заходите в описание к видео и следуйте различным инструкциям. А также вы можете стать спонсором моего канала. Вот у нас есть 3 карты. Истоки этой ситуации, этого секрета, этой тайны, которая возникла в вашей жизни. Первая позиция у нас тигровый глаз. Вторая позиция гелиотроп. Третья позиция розовый кварц. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. Выбирать нужно сосредоточенно. Лучше потратить на выбор время, чем ошибиться. Ну и также вы можете посмотреть все позиции, исходя из того, какая у вас жизненная ситуация или у вашего любимого человека. Вы можете узнать как свои тайны, которые мы сейчас будем раскрывать, которые раскроются в вашем ближайшем будущем, так и тайны любимого человека или близкого человека, который вам каким-то образом дорог. Надеюсь, что все выбрали. Отодвигаю последние 2 позиции. И мы начинаем с тигрового глаза, с первой позиции. Вот сюда кладу его. И смотрим сначала истоки ситуации, прошлое или какое-то начало. Я здесь вижу карту туз мечей. Ну, туз мечей – это карта, показывающая, что в прошлом так получилось, так зародилось, что в какой-то, может быть, компании, может быть, в каком-то обществе был очень яркий человек. Ну, или даже, я бы сказала, человек, являющийся лидером, выделяющийся среди других. И, соответственно, когда все смотрели на этого человека, ориентировались на него, то возможно такое, что и сами эти люди развивались, сами эти люди как-то приобретали там авторитет в обществе, может быть, какие-то новые навыки, знания, умения. Вот давайте немножечко раскроем эту ситуацию. Я здесь вижу 10 кубков. Я здесь также вижу короля жезлов. Этот человек был мужчина. Во-первых, да, возможно, он даже был либо шатен, либо темноволосый, русоволосый, причем как-то связан с огнем, может быть, знак зодиака огня. И яркий человек, который умеет во всем задавать какие-то свои правила вот в жизни, да. И этот человек, на самом деле, он мог быть даже, ну, в итоге создавать семью. У него могла быть там, не знаю, жена, дети. И этот человек мог показывать другим пример в виде того, вот как он в обществе укрепляется, какие у него есть там достижения, да, там работа, семья, успех, жилье, квартира. То есть вот такое. Получается, он был центральной фигурой, он был лидером, и, соответственно, вот все прямо на него смотрели, как на красное солнышко, любовались, радовались тому, что есть вот в их поле зрения там в жизни такой человек.
Соответственно, вот когда этот человек был в этом обществе и, ну, как-то процветал, да, и были и другие люди. То есть были те, кто радовался, те, кто на него ориентировался, развивался вместе с ним и шел за ним, да, а были те, кто завидовал этому человеку, соответственно. Давайте еще карты добавим. Не всегда бывает все идеально и гладко. То есть у каждого лидера, у каждого ну, вот такого вот центрального человека, да, центральной фигуры, не всегда есть только друзья, понимаете? Я здесь вижу карту колесница, я здесь вижу карту сила. Да, этот человек мог куда-то перемещаться в итоге. Ну, то есть взять, покинуть то место, или уехать, или как-то стать еще, допустим, сильнее в жизни, да, но при этом все связано с какой-то дорогой, перемещением, ну, отъездом, переездом. То есть на этого человека равнялись, но он мог, допустим, ну, потом переехать в другое место, да. Или на этого человека равнялись, дружили, общались, там, не знаю, может, и вся семья на него смотрела, как на центральную фигуру. А потом этот человек покинул и семью, и друзей, и пусть даже и осталась эта связь, да, то есть люди так и общаются с этим человеком, допустим, но он уже живет в совершенно другом месте. И, конечно, карта силы говорит о том, что этот человек не мог потерять свою силу так быстро. То есть даже если сейчас как-то изменилась ситуация на сегодняшний день, то тогда в начале, в истоке вашей тайны, которую мы здесь раскрываем, этот человек был очень силен, даже несмотря на то, что если он и покинул это место. Но вообще колесница, она может здесь и означать не только то, что он отъехал куда-то, да, а то, что он постоянно перемещался, например, в своей колеснице и был рулевым вообще своей жизни и показывал этим пример. То есть он мог не уезжать. У каждого из вас, кто смотрит первую позицию, своя же ситуация. Смотрим теперь ситуацию в настоящее время вокруг этой тайны и этого секрета. То есть понятно, что секрет связан с мужчиной. И с мужчиной довольно-таки вроде как и стабильным, да? Что в настоящий момент вокруг этой тайны? Карта Шут. Королева кубков. Башня. Здесь вокруг этой всей тайны, вокруг секрета есть все-таки женщина, возможно, связанная со стихией воды или сейчас находящаяся в центре водной стихии. Такое бывает, что это не обязательно некий знак зодиака, но, конечно, может быть, да. Однако это может человек сейчас быть в водной стихии, то есть очень эмоциональный человек. Это женщина и рядом с ней ребенок. Вот в настоящее время так и есть, да, что женщина и ребенок, но рядом с ними башня. А башня – это разрушительная карта. То есть в настоящее время женщина, хоть и эмоциональная, или, может быть, связана с водой, и рядом ребенок, но подверглись каким-то большим испытаниям. Причем очень большим. Я бы сказала, невероятному кризису в жизни, невероятным проблемам каким-то, трудностям. Их жизнь могла стать очень кризисной, разделиться на до и после, понимаете? Их жизнь могла круто поменяться, и все переворачивается по какой-то причине. Вот идет большой бум, идет очень мощная взрывная энергия, волна взрывная, которая захлестывает ребенка и женщину, которая, ну вот так получилось, да, их задевает, она их сейчас просто смыла или, как сказать, унесла куда-то эта волна. Я вообще всегда так вижу, да, что очень башня, она влияет на жизнь человека разрушительно, потому что его привычная обстановка точно больше не вернется. То есть ему нужно с этим смириться. А смириться всегда очень-очень сложно. И вот женщине и ребенку с какой-то сейчас вот случившейся уже проблемой очень сложно смириться, сжиться и привыкнуть к ней. Давайте немножечко раскроем. Пятерка кубков. Луна. Женщина полна страхов, женщина полна разочарований, боли и вот знаете, как потерялась. Возможно, ребенок чувствует себя тоже очень кризисно и плохо.
Карты показывают здесь новую жизнь в настоящий момент. Карты говорят о том, что жизнь развернулась на 180 градусов, жизнь стала иной, другой, и в то же время смутное время. Вот такое, в то же время смутное время, смутные периоды, да, в жизни. То есть с этим надо как-то свыкаться, потому что испытания еще не кончились на сегодняшний день. Они идут, эти испытания, и человек просто, вот знаете, барахтается в море проблем. Конечно, такой человек разочарован, конечно, у него депрессия. И у этой женщины явная депрессия. Но почему же она претерпевает все эти проблемы? Почему в ее жизни случилась такая катастрофа? Вот в чем вопрос. Много разочарований, боли и проблем. Как эта женщина с ребенком связана с мужчиной из прошлого? Вот в чем вопрос. Хорошо, давайте посмотрим перспективу развития этой ситуации. Посмотрим в скором времени, что раскроется вот во всем вот в этом, да? Что было скрыто, что за секрет подразумевается здесь. Карта смерть. Весь секрет связан со смертью. Получается так, что может что-то заканчиваться, может быть какая-то ситуация кризиса или окончание чего-то, начало нового, перерождения. И об этом пока вы не знаете. Но узнаете. Карта повешенный. Повешенный. Смерти повешенный. Как злой рок нависает над кем-то, кого вы точно знаете. Причем это 6 мечей. Вы смотрите, вы знаете точно, о ком речь. Просто вы, скорее всего, сейчас еще не сопоставили. Речь идет о мужчине, женщине, ребенке. Какая-то семья, являющаяся в прошлом образцово-показательной, сейчас претерпевает ужасные события. И это для вас является секретом, который скрыт от вас. И раскрывается секрет в виде карты смерть, повешенной, и 6 мечей. Кто-то уходит куда-то или отъезжает очень далеко, меняет место жительства, страну. И это для них очень-очень тяжело и печально. Карта суд. И 3 жезлов. Да, секрет в том, что кто-то уедет. Или уехал уже, а вы об этом пока не знаете. Поменял место жительства, но этому человеку там, где... Или этим людям, да? Мужчина, женщина, ребенок. Этим людям там, где они меняют место жительства и живут, им там очень трудно, тяжело. Однако позже у них все реабилитируется и все станет совершенно иначе. Карты говорят о том, что период будет печали, период вот такой вот прям переходный, кризисный, тяжелый, прощание с прошлым, подвешенная ситуация, когда сложно что-то вот взять, сориентироваться, нужны жертвы, да, для того, чтобы в будущем был прорыв. И эти люди, они будут жить в этом кризисе сейчас, вот какое-то длительное время. Но они выйдут из него и сориентируются, и в будущем все будет хорошо у этих людей. Возможно, так провидение устроило, чтобы эти люди переехали, уехали, и назад дороги уже точно нет. Эти люди должны жить в другом месте. Они там будут жить нормально. Просто нужно это все справиться, пережить. Давайте посмотрим ключ этой ситуации. В чем тут ключ? 10 жезлов. 10 жезлов. Все и сразу навалилось, да? Все и сразу. Тяжелый период в жизни по судьбе. А дальше 6 пентаклей. Высшие силы будут помогать этой семье. И солнце. Эта семья станет еще более процветающей, чем была раньше. Это будет. Просто нужно возрождение, время на возрождение, на то, чтобы высшие силы помогли. А сейчас навалилось абсолютно все. И навалилось-то уже какое-то время назад. Это происходит сегодня. Понимаете, это уже происходит. Вы об этом пока еще не совсем знаете. Вы узнаете все скоро. Вы узнаете про эту семью, вы узнаете про этих людей. И про их какую-то большую потерю. Ведь здесь у нас смерть — это птица Феникс, возрождение, но с другой стороны по повешенному все равно потери, да, смерти повешенной, просто так не бывает.
То есть эти люди кого-то, что-то теряют. Может, деньги свои, состояния теряют, работу, там, да, смысл жизни. Но так получилось. Это все должно было произойти. По судьбе должно было. Вы об этом скоро узнаете. Это влияет на вашу жизнь, однозначно влияет. Эти люди, вы их знаете, они занимают не последнее место в вашей жизни. И вся эта ситуация, конечно, отразится на вас. Давайте посмотрим, как. Как эта ситуация отразится именно на вас. Королева жезлов. Четверка пентаклей. Карта мир. Десятка мечей. Двойка мечей. На вас это отражается очень сильно. Карты показывают, что вы будете общаться в скором времени. Вообще вам об этом объявит женщина. Вам придется, возможно, в связи с этим тоже что-то сделать кардинальное. Либо последовать примеру, покинуть какое-то место, либо что-то еще такое. Вы знаете, вот как... На вашу жизнь это влияет напрямую, потому что у вас будет ситуация чуть-чуть похожа на их ситуацию. То есть как будто вы должны тоже покинуть какое-то место и сделать свой выбор, правильный выбор. Вам придется подэкономить деньги и собирать деньги для чего-то. И карта говорит, рыцарь кубков, о том, что все действительно заканчивается хорошо. И почему-то это дает развитие в вашей личной жизни. Самое интересное, вот вся эта ситуация, да, которая вертится, и вам что-то придется закончить, такое вот кардинально закончить, это как-то дает толчок к развитию вашей личной жизни после вашего кардинального выбора. Интересно. Ну, я думаю, что вот сейчас вам, может быть, это непонятно, да? Непонятно. Я, кстати, карты возвращаю обратно в колоду, чтобы их было много. Но потом, вот вы, когда оглянетесь назад, вы поймете, о чем шла речь, и что вот это все на самом деле вот так вот и было. Просто вам нужно время. Пока не делайте кардинальных каких-то выводов. Запомните этот расклад и знайте, что когда-то вы поймете, о чем тут шла речь. Вот такая первая позиция. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Наша тема расклада. Вот то, что от вас сейчас как-то скрыто, да, мы раскрываем тайны с помощью карт Таро, что скрыто в ближайшее время вам раскроется. А мы вот сейчас эту тайну раскрываем, чтобы понять, что же будет. Что же будет. Вот наш камень гелиотроп здесь. Я его кладу сюда. И первая карта — это как раз-таки прошлое, начало или как, ну, истоки этой ситуации, вот этой тайны секрета. О чем тут речь была? Изначально, да, вот из чего все началось. Карта жрица. Так, ну жрица, она показывает на самом деле кого-то с невероятными экстрасенсорными, неординарными, колдовскими, ведьмовскими способностями. Здесь у нас есть сова, символ мудрости, и ну, жрица — это же женщина. Женщина с невероятными способностями. Исток идет именно от нее. Начало этой ситуации кроется в этой женщине. У нее не совсем стандартная как жизнь, так и образ мышления. Это человек с невероятной интуицией, а также с глубокими знаниями, с сильным родом ведьмовским, колдовским. И вот всегда эта женщина чувствовала свои способности и развивала их. И всегда понимала, что она несет какую-то высокую миссию в этом мире. Эта женщина действительно важна для этого мира. Она действительно нужна была всегда. И с нее все начиналось. То есть она могла людям нести очень много важной информации. И также каких-то еще благоприятных вещей, которые могли помочь этим людям, да. Но это не стандартная помощь. Это помощь именно с помощью чего-то вот как, такого магического, неординарная помощь. Не какая-то вот просто, когда помочь картошку перенести. Нет, это не из этой оперы. То есть она помогала с помощью своих способностей. Это женщина. И она несла свет в этот мир. С нее все начиналось. Так, давайте раскроем эту тему немножечко. Десятка мечей. Эта женщина умерла.
Дальше идет 8 жезлов. Когда она умерла, из ее, так скажем, энергетики, ауры пролился большой мощный поток энергии, невероятной силы. И что же было дальше? 10 пентаклей. Он передался по роду. Причем очень так быстро и кардинально на кого-то. Карта сила. Кого-то наделили в роду после нее невиданной силой, которая была и у нее, у этой женщины. Она передала кому-то свой дар, члену семьи. Возможно, тоже женщине. Когда она умерла, мощный поток света был из нее. Вот понимаете, прям вот такой, вот так. И этот поток переселился в кого-то. Прям вот взял и вот так вот влился в кого-то. Это даже мог быть младенец, ну, девочка могла быть, а могла быть взрослая женщина, понимаете? Это должно было почувствовать, ну, как вот кто-то это почувствовать мог, или понять, что так произошло, что дар этой женщины перешел к кому-то, куда-то, в кого-то, понимаете? И да, это дало исток этой ситуации. Невиданная сила кроется в том человеке, о котором я говорю, то есть девочке или женщине, о которой я говорю, в роду, кому вот эта вот жрица передала свои дары и способности, понимаете? Но самой ее уже нет, она умерла. Это совершенно точно. Она ушла. Она ушла, причем, вот знаете, как так по-светлому, по-хорошему ушла. Ну вот как будто бы такая жизнь у нее была, что она понимала, вот когда ей умереть, вот она чувствовала все, вот знала. Так, хорошо. А сейчас с этой связана тайной в настоящее время какая ситуация? 2 мечей. Рассмотрим карту. 2 мечей. Интересно. 9 мечей. 5 пентаклей. Так этот человек, кому достались эти способности, это девушка, скорее всего, или женщина, или девочка. Она ими не воспользовалась, они закрылись в ней. Вы знаете, как капсула времени. Раз и закоксовалось все, ну вот закупорилось как. Мало того, она переживает ужасно смутный период в жизни, нищету, бедноту и проблемы такие прям колоссальные. Как будто бы вот действительно черная туча ворон спустилась над ней. Карты похожие. Смотрите, во второй позиции кучек очень похожие карты. Здесь 10 мечей, а здесь 9. Воронье, стая воронья. Вот как, знаете, стая проблем, трудностей чуть ли не уносит эту женщину или девушку с этой земли. А все почему? У нее все скрыто внутри. Она как что-то чувствует, да, что у нее есть этот дар невероятный, но она не может им воспользоваться по какой-то причине. Она напугана. У нее большие проблемы в жизни, которые она ни в коем случае не может ничем разрешить-то. Она не справляется с жизнью, она не справляется с той бурей, которая в ее жизни царила все это время постоянно, и она имела очень трудную судьбу. Но трудную судьбу-то почему? У ее, кого родственницы, был уже невероятный и ужасный дар, который она направляла на людей. Люди были от этого счастливы и довольны. Она помогла целой куче народу. А что же произошло, когда она умерла, она передала этот дар? Что же произошло тогда с этой девочкой, женщиной, что она не может им воспользоваться? И она живет бедно, главное, вот бедно, как у нее трудности большие, в том числе материальные. Она как будто бы на отшибе общества, как общество ее не замечает, она ни с кем практически не общается. Паж Пентаклей. У нее есть ребенок, скорее всего. 7 жезлов.
кто-то ей навредил, но через ребенка, или связанные с ребенком, родственники ребенка, или какие-то люди, связанные с этим ребенком. Вот, в общем, у этой женщины или у девушки есть, возможно, ребенок. Или кто-то молодой рядом. И вред произошел, воздействие, что ли. Как будто бы не хотели, чтобы у нее был этот дар. Не хотели. И навредили очень сильно. Ну и как именно связано с ребенком. Через ребенка. Или через его родовые каналы. Так, ладно. Перспективы развития. Ну вот то, что оно скрыто, оно же раскроется вам в ближайшее время. Как оно будет? Вот что это будет? Умеренность. Не ждите, это быстро. В ближайшее время, но не так быстро, как вы об этом думаете. Умеренность – это карта исцеления. Эта девушка исцелится и начнет свой потенциал что? Показывать? Колесница. Сильное продвижение вперед. Семерка пентаклей. Дождалась тех плодов, которые все это время взращивала. Дождалась результатов от жизни. Но кто-то будет очень сильно нападать из-за этого. Откроет вражду с этой девушкой или женщиной. Потому что у нее есть враги. Женщина. Королева кубков. Это женщина. Враг не уничтожен. Несмотря на то, что враг есть, она сможет воспользоваться всеми своими потенциалами и способностями. И она сможет обрести то благосостояние и все свои дары, да, вот, которые ей даны, через исцеление. Возможно, это произойдет еще и отъезд, но не факт. Колесница может просто показывать достижение всех целей, какие она бы хотела после раскрытия дара. И она действительно пожинает плоды того, что было до этого. А испытаний было очень много. Испытания из-за женщины врага, которая связана как-то с ребенком. Или с мужчиной, от которого ребенок. И пятерка мечей показывает, что вражда эта не закончилась. Вражда будет продолжаться, потому что эта женщина не хочет ее заканчивать. Ключ. Четверка кубков. Влюбленные. Рыцарь мечей. Атака идет через человека, который был с ней в паре. Или есть, который любил ее или любит. Очень сильная атака и вражда. И, конечно, нужно научиться игнорировать ту семью или выйти из нее. Если состоит эта девушка, если это вообще не вы, да, состоит в этой семье, как это на вас влияет, как эта тайна задевает вас, если это не вы вдруг, да? Я думаю, что это вы. Рыцарь пентаклей. Король жезлов. По мужской линии задевает туз жезлов. Туз пентаклей. По мужской линии задевает вас эта тайна. Эта тайна может дать вам огромное благосостояние и деньги даже, я бы сказала, или, развитие в жизни, достижение больших целей и именно увеличение денежного потенциала. И именно по мужской линии что-то идет. Вот как что-то с мужчинами надо решить. Может, мальчик и мужчина, или молодой человек и мужчина. Вот через них что-то идет, вот как развитие какое-то. То есть на вас-то тайна влияет напрямую, а это значит, что это связано, скорее всего, с вами. Каким-то образом напрямую прям связано. И значит, что, получается, с каким-то мужчиной что-то решается. Но о ком-то нужно забыть, опять же, параллельно при этом. Или как-то сделать так, чтобы эти люди перестали нападать.
а потому что они нападают очень сильно. Ну, вот такая вторая позиция. Я думаю, что даже если вы сейчас не поняли, о чем идет речь, вы поймете в самом ближайшем будущем. Просто сейчас это выглядит, да, несколько как будто бы вот странно информация. Но потом вы поймете, когда она начнет раскрываться и сбудется. И вы оглянетесь назад уже на эти карты. Вот. Так что сразу не выкидывайте, не отметайте то, что вы увидели, услышали, а просто возьмите на заметку. Хорошо, идем дальше. Я в колоду обратно карты убрала. Наш третий камень — это розовый кварц. Розовый кварц. Так, у нас тема расклада, что от вас скрыто. Это вам откроется в ближайшее время с помощью карт Таро. Мы это посмотрим. Гадание раскроет вашу тайну или связанную с вами. И мы сейчас это все поймем с вами. Да? Вот первая карта, она отражает прошлое или начало, или истоки ситуации этой тайны. О чем тут будет речь? Шестерка жезлов. Жил-был человек, у которого сначала многое не получалось в жизни, и ему пришлось вот прям брать и наращивать свою силу. С детства этот человек очень любил побеждать, у него синдром отличника или у нее. Этот человек каждого окружающего человека воспринимал как некоторого соперника, соперницу там, в учебе, например, в работе. Человек очень яркий и действительно способный абсолютно на все. В прошлом имел очень много побед или имела. И вот вся ситуация вот этой тайны кроется именно в победах этого человека, в его каких-то заслугах. Но это все заслуги самостоятельные. Люди, готовы идти за этим человеком, всегда были. И ориентировались на этого человека, или на нее, или на него. Я еще раз повторю, тут может быть как мужчина, так и женщина. Но этот человек явный лидер и победитель по жизни. Упертый абсолютно человек, который вот всего готов всегда был достигать. Такое, как сказать, вот рвущая такая мощная энергия. Мол, я не отступлю ни от чего, что я вот в своей жизни планировала или планировала. И, соответственно, люди ориентируются всегда на такого человека, они за ним с удовольствием идут, потому что человек за них, по сути, все сделает, всего добьется, понимаете? А они будут, пожинать вместе с ним плоды его заслуг. И за таким человеком очень удобно идти. И такие люди рождаются крайне редко и бывают крайне редко. В жизни кого-то они встречаются, допустим, больше, в жизни кого-то никогда, а в жизни третьих лиц это только ты сам, понимаете? И получается, что вот этот человек имел очень много успехов. Давайте немножечко еще добавлять прошлое. Семерка мечей. Наряду с успехами человек был предан в любви. Не предан, как будто он верный кому-то, а его предавали много раз. Человек мог быть в отношениях, человек мог там жениться или выйти замуж, но так получилось, что за кого-то, кто этого был совершенно недостоин. И может быть это так стихийно сложилось, может кармически, скорее кармически, да. И человеку врали, человека обманывали, человеком пользовались. А почему? Я объясню. Он же сам таким был. Он всего в жизни добивался самостоятельно, всегда был конкурентоспособен, лидер по натуре, молодчина, да? И, конечно же, за таким человеком идут люди. Вот идет целая вереница людей, которая говорит, ты же все сделаешь, мы за тобой, мы тебя поддержим, мы тебе поможем, но ты все сделаешь. И, конечно, любимый человек у такого человека именно такой же потребитель. А как? У него нет лидерских качеств, у него нет таких способностей. Он говорит, я тебе помогу. Я не знаю, если для женщины мужчина, увезу, привезу, не знаю, все для тебя сделаю, да? Хочешь, пожрать приготовлю. Для мужчины женщина тоже такая же. Да я тебе помогу, да я тебе по хозяйству буду все делать. Хочешь, детей рожу. Но вклад есть, но это не такой вклад, как у этого человека. Он же все самостоятельно делает. И получается так, что этот человек такой вот весь молодец, да? Он сталкивается обычно с кем?
С кем? С кем? Кто его предает, кто ему врет в глаза. Допустим, не любит его на самом деле, а говорит о любви, а ждет, ну, что этот человек когда-то станет богатым, там, известным, популярным, или он уже богат. Почему бы не воспользоваться его деньгами? Или не брать на его имя кредит, или еще что-нибудь делать. Понимаете? И этот человек, вот он испытал очень много трудностей в связи с этим. Но он был сам именно притягательным для этих трудностей, потому что к такому человеку, вот такого типа, всегда липнут именно люди такого сорта. Двойка мечей. Выпадала в каждом раскладе сегодня. Звезда. Этот человек из-за того, что сталкивался с нехорошими людьми, и ему врали, он получал психологические травмы, он, конечно, был лидером и молодцом, и самостоятельным человеком, но он не смог реализовать полностью свой потенциал, потому что мог стать еще и известным популярным человеком или медийной личностью. Вот этого он не смог, хотя мог. Допустим, стать известным писателем, актером, актрисой, певцом, певицей, телеведущей или еще кем-то, понимаете? Может быть, это были и вы. Но вот эта звезда, она идет как бы в прошлом, но на будущее. Вот потому что этот человек, он может еще этого достигнуть, но не достиг. Не достиг по причине того, что ему перекрыли психологические травмы, его же собственные возможности. Так, хорошо, ваша тайна. Ситуация в настоящее время вокруг этой тайны, секрета, скрытой информации. Что в настоящее время? Тройка мечей. Огромная обида. Огромное. Разбитое сердце. Мучение. Растраченная жизнь. Рыцарь пентаклей. Этот человек уже не имеет столько запала, сколько имел. Луна. Обманут много раз. Возможно, наведена порча, полностью сбитая энергетика, возможно, человек болен, у него разбито сердце, у него много обид. И средняя работа или среднее положение в жизни. Человек еще старается оставаться лидером, но уже не так. И этот человек явно, его жизнь подорвана, как будто бы нарушена чем-то. Нарушена и негативом других людей, их завистью, их порчами, и в то же время их обидами, которые они нанесли ему, раны, сердечные раны. Этому человеку нанесены тысячи сердечных ран или сотни. Но этот человек старается оставаться в стабильном положении, не показывать никому своих вот этих трудностей внутренних. Хотя, конечно, эти трудности прорываются. У человека остаются неординарные лидерские способности, и даже очень сильная интуиция стала за эти годы. Четверка жезлов. Девятка кубков. В данный момент у человека еще сохраняется некий потенциал на самом деле. И вот человек на пороге какого-то прорыва в жизни, большого улучшения, солнечного света. То есть была луна, тьма, да, а будет день, и будет солнечный свет, и утро, и солнце взойдет, вот как говорят, да. И этот человек на пороге того, чтобы какие-то мечты его все-таки сбылись, желания. Все-таки награда его ждет, и уже прямо сейчас он может получать награду за свои обиды и трудности, за свои переживания прошлого. Награда, она прямо сейчас уже входит в жизнь этого человека. Может, он это еще не совсем чувствует, ну, допустим, если это вы, да, можете еще не чувствовать, но на самом деле это будет. Скоро-скоро или уже сейчас. Что-то уже волшебное может происходить, какие-то знаки идти, что все желания сбудутся, и изобилие придет в жизнь. Будет смена черной полосы на белую, перспективы развития ситуации, как раскроется эта тайна, секрет. Давайте посмотрим. Тройка пентаклей. Эта тайна, этот секрет раскроется только если этот человек или вы успокоитесь. Ну, раз о вас тут речь, да, все-таки, мне кажется, вам нужно успокоиться и работать. Вот прям брать и наращивать свое мастерство. У вас есть какой-то талант невероятный, и он был всегда, и что-то вам очень нравится делать. Продемонстрируйте свои способности и продемонстрируйте именно спокойно. Вот спокойствия это не хватает. Не хватает взять и наладить свои нервы.
Возможно, нужна медитация и медитативная практика какого-то занятия, которое по душе. Вот знаете, когда мы занимаемся любимым делом, мы расслабляемся, и мы, вот говорю, как медитируем, как общаемся с Богом. И чтобы раскрыть эту тайну, нужно успокоиться, и придет, вот видите, тут прям фортепиано, да, придет творческий процесс, 9 пентаклей, и придет богатство в жизнь, процветание. Вот чуть-чуть поработаю, вроде как вот карты говорят, поработаешь чуть-чуть, и скоро придет в твою жизнь большое процветание, деньги, богатство, все будет, исполнятся твои мечты. Главное, успокойся, все будет хорошо. Темная ночь сменится на светлый день. 4 мечей, ты отдохнешь. Ты отдохнешь. И действительно, тут тоже есть на этой карте солнце. Но карта такая, да, она больше показывает, конечно, стационарное какое-то пребывание. Ну, то есть слишком спокойное, слишком стабильное, как зону комфорта некоторую. Не движение, а наоборот затишье, но и прибавление в том числе, 2 жезлов. Видите? Опять же, да, замирание в одном положении. Как если, мол, у тебя в жизни что-то получилось, ты начинаешь останавливаться, замирать и чувствовать это. Вот как будто бы, знаете, не всегда и нужно это движение. Тут еще туз кубков, как идет большая любовь к миру. Я бы вот так могла назвать. Вот представьте, что вы успокоились, сели, замерли и почувствовали любовь к миру, любовь к какому-то своему занятию, делаете что-то, что вам нравится по душе, стало тихо. Стало абсолютно тихо, спокойно, приятно, размеренно. Никакие травмы прошлого или настоящего не беспокоят вас больше. Вы до этого устали, а сейчас набрались сил, но при этом вы не рвете, не мечете, никому ничего не доказываете. Да, вы демонстрируете свои навыки, но это больше как бы в профессиональном смысле или в смысле даже творчества, но это вас не напрягает. А вы скорее просто знаете, что сейчас пока тихо и спокойно, я не хочу из этого выходить. Вот понимаете, вот было как-то много бурь в жизни и переживаний, а вы обретаете свою тихую гавань, из которой вы не хотите выходить. Я не хочу выходить. Я хочу быть здесь. Мне тут нравится, я тут люблю. И наступает период большой любви, вот как очень большой, светлого изобильного времени, что ли. С деньгами наладится, не переживайте. Вы как будто очень переживаете, что только в среднем положении находитесь. Или это, может быть, касается кого-то из ваших близких. Ключ в 6 мечей. Мы покидаем наши проблемы, это место, это тяжелое время, может быть, покидаем, да? 6 мечей. Мы покинули тяжелое время. Так что ли? Мы уходим от проблем, уплываем из трудностей. Мы боролись, мы старались, мы знаем, что нам было за что бороться. Вами будут все восхищаться, смотреть на вас, как на диковинку. Кого-то, может быть, атаку вы и отразите. Кто еще будет нападать. Но это уже будет что-то, вы знаете, такое для вас не такое травмирующее. Получается, вы как ожидали этой атаки. И все будут смотреть на вас, понимаете? Вот как бы на этого человека все будут смотреть. Может, я и про кого-то, может, я не совсем про вас, да, про кого-то. Но на этого человека будут все смотреть и любоваться, как на ясно солнышко. Как это вас касается? Давайте вот напрямую или нет? Королева пентаклей. Женщина. Паж жезлов. Королева жезлов. Это касается вас напрямую, но еще какой-то женщины. У нее есть ребенок, и у вас есть ребенок. Между вами что-то возрождается. И это касается еще и мужчины. Мужчине сейчас в жизни очень тяжело. И ему придется победить эту тяжесть в жизни. Да, получается, смотрите как. Мужчина как-то вот, может быть, выходит из игры, а 2 женщины друг напротив друга. У каждой из них есть ребенок или свое детище какое-то. И между ними карма закрывается, вот какая-то тяжелая жизненная ситуация закрывается. И мужчина, он тоже закрывается, но он как отходит от этой вообще всей ситуации, в бок куда-то. А женщины, они именно друг с другом разрешают все вопросы.
Вот так. И это вас касается напрямую. То есть одна из них, скорее всего, вы. А вот если вы мужчина, вы это увидите среди каких-то двух женщин, которые обе вам дороги, но вы отойдете в сторону. И вам будет пока еще не так легко. То есть у вас еще победы должны быть впереди. Ну, вот такая вот позиция номер 3. Как говорится, понимай, как хочешь. Вот. Если вы вообще ничего не поняли, знаете, что вы поймете в будущем, ну, в ближайшем. Просто огляньтесь назад на этот расклад и поймете, о чем тут шла речь. Вот. А сейчас можете, да, не понять, но это не говорит о том, что расклад плохой, да. Это говорит о том, что вы просто не сообразили, о чем шла речь. Или раз, ну, тайна перед вами еще не раскрыта, то вы не понимаете. Вот такой ответ вам дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, пишите свое мнение. Может, вы поняли, о чем речь. Всем пока и до новых встреч.